Всем привет, с вами Кинократ. Сегодня мы посмотрим краткий пересказ фильма «Экзамен». История начинается с напряженной, почти клаустрофобической атмосферы. 8 кандидатов, каждый со своим характером, со своими надеждами и тайными страхами, собираются в закрытой комнате. Им обещана работа мечты, должность в загадочной корпорации, которая стоит на передовой научных открытий. Они уже прошли долгий путь отбора, но впереди их ждет последний экзамен. Двери закрываются, камеры фиксируют каждый их шаг, и в комнате остается только один вооруженный охранник. Его холодное молчание словно подчеркивает, любое неверное движение станет роковой ошибкой. На каждом столе лежит лишь карандаш и чистый лист бумаги с надписью «Кандидат» и порядковым номером. Входит строгий наблюдатель и зачитывает правила. У них есть 80 минут, чтобы ответить на один единственный вопрос, но есть 3 запрета. Нельзя разговаривать с охранником или наблюдателем, нельзя портить лист и нельзя покидать комнату. Нарушишь – дисквалификация. «Вопросы есть?» – произносит наблюдатель, и в этой невинной фразе таится ключ к разгадке. Никто этого пока не понимает. Дверь захлопывается, часы начинают отсчет. Кандидаты переворачивают листы и видят пустоту. Никакого вопроса, лишь белая поверхность, отражающая их растерянность и страх. Первая не выдерживает, тонкая азиатка. Она пишет на листе «Я считаю, что заслуживаю», и тут же охранник молча выводит ее. Она нарушила правила, испортив лист. В этот момент остальные осознают, ловушка куда сложнее, чем кажется. Оставшиеся начинают общаться, дав друг другу клички по внешности. Белый, черный, смуглый, брюнетка, блондинка, шатенка и глухой. Это облегчает напряжение, но ненадолго. Атмосфера начинает давить все сильнее. Они пробуют все, ищут скрытые символы в инфракрасном свете, пытаются проявить невидимые чернила слюной, держат листы под лампами, но тайна не поддается. И лишь глухой, странный и отрешенный шепчет одно и то же: нужно лишь ясно видеть. Его слова звучат как загадка или предупреждение. Иногда он плачет, словно понимает больше остальных. С каждой минутой напряжение нарастает. Белый оказывается хитрым и жестоким игроком. Он вынуждает брюнетку нарушить правила, и ее выводят. Шатенка делится важным знанием. Корпорация разрабатывает лекарства от смертельной болезни, коснувшейся всего мира. Эта вакансия – шанс стать частью будущего. Но Белый, как хищник, идет дальше. Он провоцирует глухого испортить лист, и того тоже уводят. Круг сужается. Черный, более прямолинейный, не выдерживает и бьет Белого. Его привязывают к стулу. Белый приходит в себя и раскрывает тайну. Он заражен болезнью. Без таблетки у него скоро начнутся судороги, и он умрет прямо на их глазах. Сначала кандидаты сомневаются, но когда его тело начинает трясти от приступа, они понимают – это правда. В панике они пытаются спасти его. Таблетка падает в сливное отверстие под решеткой, и надежда ускользает вместе с ней. Шатенка, отчаявшись, умоляет через камеру о помощи, но тем самым нарушает правила и теряет шанс. И в этот миг блондинка проявляет хладнокровие. С помощью заколки она достает таблетку из-под решетки и спасает Белого. Но благодарности от него нет, наоборот, пробудившийся Белый завладевает оружием. Его глаза полны не только страха болезни, но и жажды власти. Он пытается заставить остальных сдаться и покинуть комнату. Смуглый не выдерживает давления и уходит. Тогда блондинка, собрав всю волю, произносит: «Выключить свет». В темноте начинается хаос.
Черный набрасывается на белого, раздается выстрел, и черный падает на пол, будто мертвый. Белый уверен в своей победе, но время все еще идет. Он обращается к камере, требуя признания своего триумфа. Однако охранник лишь показывает ему часы. Время не истекло. Белый в отчаянии понимает, что и сам нарушил правила. Его уводят. И вот в комнате остается лишь блондинка. Она находит на листе надпись «Вопрос 1», используя очки, оброненные глухим. И тут она вспоминает слова наблюдателя: «Вопросы есть». Значит, сам экзамен был спрятан в начале. В комнату входит глухой, и оказывается, что он вовсе не претендент, а глава корпорации, ученый, ищущий достойного наследника. Она произносит ответ: «Нет, вопросов нет». Казалось бы, победа ее. Но девушка сомневается. Корпорация, которая подвергла жизнь 8 людей опасности, достойна ли она верности? Глухой раскрывает последнюю тайну. Черный жив. Пистолет был заряжен не пулей, а капсулой с лекарством. Экзамен проверял не знания, а способность принимать решения. Холодные, взвешенные, порой жестокие, но необходимые. Блондинка принимает решение и пожимает ему руку. Она понимает. Работа мечты оказалась не только испытанием ума, но и проверкой души. Иллюзия закончилась, но за ее пределами начинается новая, куда более опасная игра. Так заканчивается этот фильм. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, еще будет много новых роликов. До встречи!